Всем привет! Наверное, все уже знают, что есть такой китайский сервис микроблогов Weibo, запущенный компанией Sina уже достаточно давно, а именно 14 августа 2009 года. Он является своего рода гибридом между Твиттером и Фейсбуком. Сервис является одним из самых популярных сайтов в Китае. Недавно генеральный директор Redmi Лу Вейбинг намекнул в данном сервисе, что компания готовится к запуску серии смартфонов Redmi Note 11. После этого информацией о младшей модели поделился очень авторитетный инсайдер из Китая. И вот вчера в той же китайской социальной сети Weibo появились подробные технические характеристики всех смартфонов новой серии Redmi Note 11. А замечу, мы получим сразу 3 модели, которые будут заметно отличаться друг от друга, что, на мой взгляд, хорошо, ведь у нас есть выбор. Но самое главное, что волнует многочисленных фанатов, а также простых пользователей, сколько будут стоить данные смартфоны. Тут все как всегда. Цены раскрыты, и они начинаются от $187. Это просто восхитительный вариант в наше непростое время. Ведь за эту сумму вряд ли конкуренты смогут предложить вам что-то лучше. И, честно говоря, это будет настоящий переворот в мобильном мире. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Итак, по предварительным данным, базовый смартфон, но на мой взгляд самый интересный, учитывая стоимость, Redmi Note 11 получит отличный экран на 6,67 дюйма, выполненный по технологии IPS с разрешением Full HD+, но частотой обновления 120 Гц, что является большим плюсом. Напоминаю, что сейчас все производители поголовно ставят AMOLED-дисплей в свои смартфоны, а IPS-экраны имеют высокое качество изображения, а также мы получаем максимально естественную цветопередачу. Главная особенность технологии заключается в реалистичности передачи цвета. Именно по этой причине дисплеи с такой матрицей пользуются огромным спросом среди профессиональных редакторов фото и видеоизображений. Кроме этого, IPS-матрицы отличаются более высокой яркостью и контрастностью. Сердцем смартфона выступит процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 810. Он содержит графический ускоритель Mali G57MC2. Поддерживается беспроводная связь Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Гаджету приписывают оперативную память LPDDR4X, накопитель UFS 2.2, что позволяет данный процессор. Аккумулятор должен иметь емкость 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Основная камера смартфона будет представлена 4 датчиками: 50 мегапиксель, 8 мегапиксель, 2,2 мегапикселя. Стереодинамиков в этой модели не будет, зато сообщается о наличии 3,5 мм разъема для наушников и ИК-порта для управления бытовой техникой. Оперативной памяти будет 4, 6 или 8 гигабайт, а вот своей флеш-памяти 128 или 256 гигабайт. Итак, самое главное, это, конечно же, цена. Redmi Note 11 выйдет в версиях 4 128 гигабайт, 6 128 гигабайт, 8 128 гигабайт, 8 256 гигабайт по цене $187, 219, 250 и $281 соответственно, что, на мой взгляд, является восхитительным результатом. Redmi Note 11 Pro должен получить уже тут AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц. Напоминаю, особенностью AMOLED дисплеев является то, что каждый пиксель является самостоятельным источником света. Система управляет каждым таким элементом независимо от остальных. Во время отображения черного цвета соответствующий пиксель не светится, а когда показываются смешанные оттенки, он выдает повышенную яркость, то есть выбираем IPS или AMOLED матрицы. Именно поэтому экраны AMOLED демонстрируют отличную контрастность и максимальную глубину черного. Процессор выступит Dimensity 900
20. Это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 11 августа 2021 года и изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex A78 на 2,5 ГГц и 6 ядер Cortex A55 на 2,0. Оперативной памяти LPDDR4X будет 6 или 8 ГБ. Накопителя UFS 3.1 будет 128 или 256 ГБ. Аккумулятор также выступит на 5000 мАч с поддержкой тут уже быстрой зарядки на 67 Вт. А вот тут компания не пожалела денег на основную камеру. Она обзаведется сенсорами на 108 мегапикселей Samsung HM2, 8 мегапикселей Sony IMX355, ультра широкий угол обзора и 2 мегапикселя датчик глубины. Основной сенсор Samsung HM2 это третий 108 мегапиксельный датчик изображения от компании Samsung после HMX и HM1. Он примерно на 15% меньше, чем предшественники и позволяет уменьшить высоту модуля камеры на 10%. HM2 получил технологию Super PD, более быстрый и эффективный автофокус на базе базового детектирования. Поддерживается запись видео 4К при 120 кадров в секунду. В числе других фишек аппарата стереодинамики с настройкой JBL, качественный вибромотор и порт и NFC. Что касается цены, то для Redmi Note 11 Pro заявлены версии 628 ГБ, 8128 и 8256 ГБ за 250, 281 и $312 соответственно. Также большой плюс. Redmi Note 11 Pro Plus будет отличаться от Redmi Note 11 Pro более мощным процессором Dimensity 1200i и поддержкой 120-ваттной зарядки. Что это за такой новый процессор? Он получил несколько уникальных улучшений по сравнению с обычным Dimensity 1200, который позволяет повысить качество работы фотокамер и дисплея. Например, благодаря Al-Photo смартфон сможет распознавать до 22 сценариев фотографий и автоматически настраивать параметры цвета на снимках. Также устройство сможет включать HDR-эффект в режиме реального времени и регулировать настройки записи. Redmi Note 11 Pro Plus может выйти в вариантах 8128, 8256 ГБ по цене $343 и $391 соответственно. В сети также появился график автономности Redmi Note 11. Согласно ему, смартфон проработал 18 часов 3 минуты. У него осталось еще 30% заряда, что является достаточно неплохим результатом. Презентация серии смартфонов Redmi Note 11 намечена на 28 октября. Ну что же, ребята, на мой взгляд, всегда серия Redmi Note была очень и очень народной, можно сказать, и бюджетной. И тут компания себе не изменяет. Мы видим, что цены очень и очень приемлемы. Тем более за те датчики, которые мы получаем, тем более за те характеристики, которые мы получаем, и за тот внешний вид. Ну что же, ждем презентацию, осталось ждать пару дней, и тогда все будет известно. То есть некоторые источники уверяют, что в Redmi Note 11 будет один экран, в некоторые источники уверяют, что другой экран и так далее. То есть всегда есть эта путаница. То есть не всегда вот эти рендеры на 100% правдивые. То есть это вы должны понимать. Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.